Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф. Снова на стенде Андрея. Сегодня у нас обзор Matrix 670 SL Supreme. Matrix в целом один из бестселлеров такой российского рынка, потому что это интеграл премиальный, при этом у нас здесь есть 4-5 спальных мест, то есть опционально бывает, что делается из кровати, но в целом у нас, естественно, электрическая опускаемая кровать сзади, ну, в общем, такая полюбившаяся модель в России, очень популярная и востребованная. К сожалению, сейчас на Адре здесь говорят, что у них большие проблемы с машинами, с какими-то чипами из Китая, и очередь на Матриксы достаточно большая. Поэтому там, несмотря на все трудности, происходящие в России, они бы там были в достаточном количестве, но проблемы у самого завода, то есть даже для европейского рынка, но тем не менее там в Москве вот сейчас летом одна такая машина была, и надеемся, что в скором будущем окажется еще. Но сейчас вот некоторые трудности есть. В любом случае, если у вас есть желание, намерение такую машину приобретать, то стоит как можно скорее связаться с компанией «Яхты на колесах» и известить о своем намерении, чтобы как раз таки эту очередь в случае предзаказа как можно скорее занять. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь обновленный Fiat, это первое, что бросается в глаза. Multijet, тра-та-та, бла-бла-бла, 2,2 литра. 2,2 литра объем двигателя, 140-180 лошадиных сил, в зависимости от опций, от прошивки. В данном случае у нас как раз-таки 180 лошадиных сил. Это новый мотор, но при этом уже тоже новая, но уже несколько лет она устанавливается, 9-ступенчатая коробка крайслеровская, автомат. По сути, мы же тут автодома смотрим, значит, надо смотреть, что внутри. Идем внутрь. На первый взгляд, зайдя в этот Matrix, я не заметил каких-то радикальных изменений относительно линейки 2022 года, кроме, естественно, одного момента, который я уже упомянул. У нас новое шасси, новый Fiat. Ну, вернее, шасси старое, Fiat непосредственно новый, и это классно. Мы уже имели возможность такую машину посмотреть. В Москве есть Бюрснер с именно таким обновленным Фиатом. И, конечно, новый Фиат не может не радовать. У нас появились прямо на руле кнопки управления круиз-контролем, спид-лимитом. У нас есть на руле кнопки управления мультимедиа. И обновилась вообще в целом вот эта панель. Единственное, здесь почему-то на выставке представлена версия без мультимедийной системы фиатовской, но у нас есть ролик на канале Бюрснер в Москве, в котором уже есть эта мультимедиа, и она действительно тоже классная. У нас есть здесь возможность подключиться к CarPlay, iPhone, там Android и так далее, и все это еще делается и по Bluetooth. В общем, Fiat вот в этом поколении прям сильно шагнул вперед, стал более, как сказать, ну вот коммерческий транспорт, он такой чуть-чуть, как это, не user-friendly, вот что-то такое. И вот он, соответственно, сейчас все производители, которые как-то делают, в том числе на их шасси, автодома, немножко двигаются в эту сторону. И вот у Fiat прямо в этом году в новой модели есть, наконец-таки, долгожданный прорыв. Но давайте посмотрим сам Matrix. Столовая группа. Разворачиваемся на водительском месте, на пассажирском. И у нас здесь есть стол. Стол двигается в различных направлениях, положениях и так далее. Плюс вот этот диванчик. В принципе, здесь у нас 4 пассажирских места. Раз, два, три, 4. Но может быть дополнительное пассажирское место, ремень безопасности, опционально ставится кресло. В остальном, в целом, все. Даже как будто текстиль вроде как и был. Но будем потихонечку дальше еще смотреть. Может быть, заметим какие-то нюансы. Далее у нас кухня. После столовой группы. Справа холодильник,
140 литров, Тедфорд, все стандартно по классике. Выше есть ящик, я всегда предлагаю в него поставить микроволновку. Кронштейн под телевизор, поворачивается в сторону спальни, складывается и аккуратно сюда задвигается. Вертикальный поворот позволяет нам повесить телевизор 32 дюйма. Ну и выше, конечно, у нас кнопка, которая опускает подъемную кровать. Вот так вот раз нажимаем, она у нас опускается. Здесь у нас 2 спальных места, 200 килограмм максимальная нагрузка. Возвращаемся к кухне. На кухне у нас газовая плита, 3 огня. В принципе, достаточно рабочей поверхности, но есть еще вот такая дощечка, она у нас не как разделочная доска идет, а просто как дополнение, чтобы увеличить рабочую поверхность. Вот кран, по-моему, появился новый, раньше был такой чуть-чуть поворотный, более хлипкий, сейчас стал такой потолще, поосновательнее, который здесь используется. Ящики все с теми же ручками, которые появились недавно, но на самом деле я, может быть, придираюсь просто потому, что выставкой хочется видеть что-то новое, но как бы технологии не могут развиваться настолько быстро. Вот эти ручки, они по-настоящему такие классные, только появились в прошлом году. Зачем их менять? И вот этот дизайн весь с темными фасадами, сочетаниями черного и темного дерева. Это тоже, в принципе, новинка 22 года линейки. Оно как бы еще не успело даже нормально войти в обиход, и логично там, что менять здесь пока нечего. Там направляющие той же опускаемой кровати, вот эти вот вмонтированные в стенку, что она не просто там на тросах, а вот по этим рельсам, ползункам едет. То, что нам прям менеджеры в прошлом там году или в позапрошлом когда-то рассказывали, что вот оно прямо очень круто. То есть тоже, что тут особо пока поменяешь. Ящики, защелкиваются ручки, это замок-фиксатор, и ниже есть еще духовка газовая. В полу у нас есть лючки. Ниша на самом деле небольшая, сантиметров 15. Сегодня я забыл свою рулетку, но вот можно увидеть таким образом. Сантиметров 15 в полу есть вот такое небольшое углубление, потому что у нас здесь двойной пол. Долгое время в Матриксе этого не хватало, но в какой-то момент появилось. И есть еще один лючок, баки с водой, тоже расположены с серой и с чистой в полу. Это тоже появилось у нас в прошлом году, и вот пока что все еще сохраняется. Чего-то особо нового здесь не появилось. Санузел. По правому борту у нас туалет. Здесь у нас также раковина. Раковина вот такая чаша на столешнице. Мне всегда нравилось такое решение. Выглядит это изящно. 2 типа подсветки. Трековые светильники. Они использованы тут тоже из линейки прошлого года. И подсветка за зеркалом. Конечно же, есть шкафчик с ограничителями, с розеткой 220 вольт, ну и туалет с электросмывом Тедфорд, классический, любимый, проверенный временем. С правой стороны, то есть по левому борту от меня, душевая кабина, дверки на магните фиксируются в открытом положении, между собой на магните в закрытом положении, и вот такая темная панель, тоже появившаяся вместе со всем вот этим темным дизайном, здесь использована, а из-за нее подсветка. Спальня, 2 кровати слева, справа. Классные достаточно такие ортопедические матрасы, судя на ощупь жесткие. Внизу у нас ламельное основание. И, конечно же, вот эти металлические новые направляющие. И выезжает дощечка, кладется подушка, и получается уже большая 3-спальная кровать 2 на 2 метра по факту. Внизу в ступеньках у нас места для хранения вещей. Раз. И второе, здесь у нас ящик, и этот ящик еще и выдвигается из багажника. Мы чуть позже посмотрим. Соответственно, если вы что-то положили в его дальнюю часть, можно отсюда достать, а можно из багажника. Такое универсальное место. С правой стороны у нас ящики. Обыкновенный раз и 2 ящика из-под кровати. Но вот, а слева начинается самое интересное. Пока я нажал эту кнопку, электропривод будет у нас поднимать гардероб. Но кроме того, что здесь есть электропривод и поднимается вверх вот эта палочка, чтобы вам было удобно повесить вещи, и они обратно уехали под кровать, у нас есть еще дверка, чтобы получить доступ в это место. Она прячется вот таким образом. То есть мы ее открыли, а потом задвинули. Когда надо закрыть, закрыли. То есть 2 варианта тоже доступа к этому пространству. Багажник в Матриксе. Все здесь очень стильно, аккуратно и элегантно решено, как это вот уже случилось, такой тут прорыв
точки зрения дизайна несколько лет назад, и так это удерживают и сохраняют. Темные аккуратные фасады, на ощупь они прям практически шпон. Может быть, это и шпон и есть, я так до конца и не выяснил, никто точно не отвечает. Вроде говорят, да, шпон, потом смотришь, вроде как будто пластик, но, на мой взгляд, это либо удачная имитация шпона, либо это шпон. Далее, что? Душ есть возможность подключить уличный, 220 вольт, 12 вольт розетка. И вот, собственно, ящик, который я говорил, показывал ступеньки. В него есть доступ как из багажника, так и внутри. Справа, вот здесь, когда мы заглядываем в багажник, по правому борту есть вот такая еще ниша. Крючки для фиксации груза. Естественно, отопление у нас здесь тоже работает общее. Багажник будет теплый. На задней стенке закреплена запаска внутри и есть светильники с двух сторон. Также лежит лесенка. Лесенка нам понадобится для того, чтобы подниматься на электрическую опускаемую кровать. Снаружи дверь. Классный замок, открывается одной рукой, просто повернули ключ и вот спокойненько, не надо ничего лишнего поворачивать, потянули ручку и открыли. Естественно, багажник у нас сквозной, есть с левой стороны тоже такая же дверь. Далее идем. Здесь у нас газовый отсек, 2 баллона по 22 литра, единый такой лючок, аккуратный. Далее выпускное отверстие печки Альда, и, соответственно, это нам говорит о том, что у нас здесь жидкостное отопление Альда. Заливная горловина чистой воды, запас воды 115 литров чистый. По правому борту у нас спереди есть вот такой лючок. Здесь спрятана вся электрификация, подключение 220. Сюда можно положить катушку, переходники. И здесь же у нас розетка для ТВ-антенны. И мало того, этот лючок можно прямо закрыть, и это очень классно, потому что у нас не будет ничто мокнуть под дождем, никакие соединения, не надо это класть под машину. Мы все здесь соединили, закрыли. Есть специальные вот такие углубления под провод. И никаких проблем. Кстати, раз заговорили про электрификацию и какие-то инновации как раз-таки, у нас здесь установлены новые батареи, не какие-то супер-би батареи, литий-ионные. Запас, ну то есть объем батареи 150 ампер-час. Говорят, что они как-то очень долго держат заряд, эффективно работают, до минус там 30 спокойно себя чувствуют и до плюс 45 спокойно себя чувствуют. Это их рабочая температура. Сколько конкретно будет работать Matrix автономно с этих батарей без подзарядки и как это вообще, насколько эффективно вот в каких-то цифрах, история умалчивает, как и менеджеры на стендах. Matrix 670 SL Supreme мы сегодня с вами посмотрели. Неоднозначные ощущения, потому что, с одной стороны, это все тот же Matrix, с которым я еще не так давно восхищался, потому что вот этот появился новый темный дизайн, все очень хорошо, классно, круто. С другой стороны, прошло как будто 2 года, и, в принципе, мы снова видим примерно то же самое. Возможно, сказывается какой-то такой общий мировой кризис, связанный там с Китаем, с последствиями ковида, и что мы не видим каких-то прорывных новинок, но тем не менее новинки здесь есть. Здесь у нас новое шасси Fiat, и это уже очень круто. Также, что немаловажно, Matrix теперь есть на Mercedes-Benz Sprinter, и это тоже на самом деле прорыв, но он тоже не представлен здесь почему-то на выставке, иначе бы мы, конечно, посмотрели его. Вот такое обновление есть. Плюс вот новые батареи. Возможно, еще какие-то мелочи, нюансы я не заметил, но это на самом деле не очень важно. Matrix все еще остается тем самым хорошим, классным автодомом, если вас привлекает такой форм-фактор вообще, и такой тип планировки, и такой тип отдыха, который нам предлагает эта машина, этот автодом. Это канал «Яхты на колесах», меня зовут Антон. Подписывайтесь, чтобы не пропустить серию роликов из Дюссельдорфа. Вам будет приходить уведомление, особенно если поставите колокольчик. Мы смотрим различные бренды, различные планировки, не только Адрия. У нас много вышло уже роликов там от Hummer, прицепы. Если вас все это интересует, то, думаю, вам это будет не лишним. До новых встреч. Пока.